Проблема со здоровьем номер один. Хроническое воспаление, что их вызывает. Чтобы укрепить наш иммунитет и сопротивляемость болезням, мы должны потреблять здоровую пищу, а также добавки, которые усиливают те или иные функции организма. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько из всех полезных веществ усваивает наш организм? Нашим клеткам нужно много разного: витамины, минералы, питательные вещества. Но для того, чтобы произошло их хорошее всасывание, клеточная мембрана должна функционировать безупречно. Что нужно клетке, то мембрана пропускает, а что вредно — нет. Ключевую роль в этой области играют омега-3 и омега-6. Если соотношение плохое, мы должны есть больше омега-3 и меньше омега-6 продуктов. Это означает, что нам нужно есть больше рыбы и меньше обработанной пищи. Другой вариант — рыбий жир. Такая актуальность рыбьего жира определяется тем, что в нем содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот DHA и EPR, которые наш организм не может производить, поэтому его необходимо получать с пищей. Омега-3 оказывает более выраженное противовоспалительное действие, а омега-6 — вовоспалительное. Несмотря на их противоположные действия, обе эти жирные кислоты необходимы нам, но баланс между ними очень важен. Так как омега-6 образует благоприятную среду для развития так называемого хронического воспаления в организме и формирует естественную резистентность к жирной кислоте омега-3, которая подавляет воспалительные процессы. Что такое хроническое воспаление? Хроническое воспаление организма определяется как основная причина всех хронических заболеваний. Когда воспаление возникает остро, когда мы больны или травмированы, это нормальная защитная реакция организма, помогающая бороться с патогенами, удалять мертвые клетки или восстанавливать поврежденные ткани. При хроническом воспалении тлеющий воспалительный процесс в организме протекает постоянно и без явной угрозы. Клетки иммунной системы активно вырабатываются как во время опасности, но они с чем бороться начинают атаковать здоровые ткани или органы. Со временем истощая иммунную систему и весь организм в целом, который не в силах остановить эти воспалительные процессы, становится легко уязвимым к негативным воздействиям внешней среды. В отличие от острого воспаления, хроническое воспаление протекает бессимптомно в течение относительно длительного времени или может проявляться очень общими симптомами, такими как перепады настроения, беспокойство, проблемы с кожей, проблемы со сном, увеличение веса. Со временем начинают развиваться серьезные хронические заболевания. Хроническое воспаление связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, астмой, раком, аутоиммунными заболеваниями, болезнью Альцгеймера и многими другими. В связи с этим было проведено множество научных исследований рыбьего жира, которые доказали свою пользу для нашего организма. Содержащиеся в них жирные кислоты помогают поддерживать нормальную работу мозга, а также нормальную деятельность сердца и зрения. Что касается влияния омега-3 жирных кислот в рыбьем жире на мозговую деятельность, то оно очень полезно для современных детей, которые, как я сталкиваюсь в своей работе, не могут сосредоточиться, отвлекаются, а потому имеют трудности с обучением. В настоящее время некоторые ученые рекомендуют рыбий жир даже для грудничков, начиная с 4 месяцев. Есть также исследования с беременными женщинами, которые показывают, что омега-3 может облегчить течение беременности, способствуя защите от выкидышей. И ребенок, уже рожденный с фундаментом для хорошего развития мозга. Недавние исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 могут защитить от риска сердечных приступов, ишемической болезни сердца и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в научном издании «Журнал Кардиологической ассоциации». У участников исследования, которые регулярно принимали добавки с омега-3, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 8% ниже по сравнению с плацебо. Снижение риска сердечных приступов и смерти от сосудистых заболеваний. Другое исследование, опубликованное в том же журнале, проанализировало данные 71 клинического испытания и обнаружило, что у людей с высоким кровяным давлением, которые принимали добавки омега-3 в течение примерно 10 недель, артериальное давление снизилось на 2,4,5 мм ртутного статья.
Отдельные исследования показывают, что омега-3 также может снижать уровень холестерина в крови. Почему вы должны принимать добавки омега-3? Мы бы получали достаточно жирных кислот омега-3 с пищей, если бы питались правильно. Текущий дисбаланс омега-6 и омега-3 у людей является результатом неадекватного современного питания. Большинство из нас едят много обработанной пищи, в кулинарии по-прежнему широко используется подсолнечное и кукурузное масло, которое богато омега-6. Мы потребляем очень мало жирной рыбы, особенно дикой, сельдь, лосось, скумбрия, анчоусы и морепродуктов, являющихся основным источником омега-3. Хотя на наших столах чаще появляется лосось, промышленно выращенная рыба, тоже не хватает омеги. Из растительных продуктов источником омега-3 являются льняное семя и высококачественное оливковое масло, богатое полифенолами. Однако это масло отличается от тех, что продаются в супермаркетах, оно обычно дорогое, поэтому не всем по карману. Хочу отметить, что употребление рыбы 1 или 2 раза в месяц не считается. Мы должны есть их, по крайней мере, 3 раза в неделю. Кроме того, это должна быть жирная и желательно дикая рыба. Если диета не является полноценной и не содержит достаточного количества морепродуктов, организм следует дополнить омега-3 жирными кислотами, принимая пищевые добавки с рыбьим жиром. При их выборе рекомендуется обращать внимание не на количество омега-3 в их составе, а именно на количество активных веществ ЭПР и ДГК, ведь от них зависит эффективность продукта. Чем их больше, тем дороже будет добавка, но тем эффективнее она будет. Этой жирной кислоты должно быть около 2-3 граммов. Другими особенностями, на которые следует обратить внимание, являются источники рыбьего жира. Лучше всего выбирать рыбий жир, сделанный из дикой мелкой рыбы, такой как анчоусы. Естественно, эта рыба имеет один из самых высоких уровней омега-3. В настоящее время мы можем выбрать рыбий жир как в капсулах, так и в жидком виде. Некоторые люди избегают жидкого рыбьего жира, потому что не переносят его вкус, но сегодня вы можете найти инновационный рыбий жир в сильных концентрациях без вкуса рыбы. Возможно, лучшей защитой рыбьего жира от окисления является жирорастворимый антиоксидант альфа-токоферол, обладающий самым сильным антиоксидантным действием из всех токоферолов. Поэтому ищите рыбий жир с высококачественным оливковым маслом. Оливковое масло первого отжима содержит многочисленные фенольные соединения, оказывающие мощное противовоспалительное действие. Интерес для этой статьи представляет недавно открытое фенольное соединение алеокантал. Алеокантал содержится в оливковом масле первого отжима и обладает противовоспалительными свойствами, аналогичными ибупрофену.